Привет, народ! В этом видео покажу, как можно получать 7% на USDT от 7 до 10% без вложений. Вы спросите, как можно на USDT получать без вложений? Мы все просто будем использовать займ. У нас есть токены биткоин, эфириум, другие альткоины. Они у нас просто лежат и нигде не используются. За счет этого можем взять залог, то есть займ взять за счет наших токенов. И вот эти USDT, которые мы заняли, положить их в стейкинг и за счет этого зарабатывать. Будет это все происходить в рамках биржи OKX. Покажу схему от начала до конца. У меня самого так уже лежат токены в стейкинге. Покажу, как через телефон, как через комп это все сделать максимально просто. Поэтому смотрите до конца. Я думаю, видос будет максимально полезным. Погнали! У кого еще нет аккаунта на бирже OKX, можете зарегистрировать его по ссылочке в описании. Мне будет очень приятно. Там вы получаете торговые бонусы, скидки на комиссии, 10% скидку на торговые комиссии и всякие ваучеры. Вот, поэтому, когда вы зарегистрировались на бирже, нам нужно две вкладочки: Earn и займы. То есть мы первым делом будем брать залог. У меня уже залог взят вот на 500 USDT. Расскажу, что такое залоги и как им еще пользоваться, как максимально обезопасить себя в данной ситуации. Смотрите, залог — это когда у вас есть какие-то активы, там биткоин, эфириум, альткоины, и под ваши активы вы берете залог в USDT. То есть у меня, допустим, в обеспечении лежит $932, а займ я взял на $500. Соответственно, у меня LTV — это фактор безопасности, 53%. Я рекомендую, чтобы он был от 50 до 60%, то есть не выше. Margin call происходит уже при 87% и ликвидация при 97,95%. Ликвидация — это когда ваш залог полностью забирается, ваш USDT остается при вас, а залог ваш полностью сгорает. Поэтому биржа в любом случае всегда в плюсе, если вы берете залог. То есть у вас может сгореть обеспечение, но при этом USDT ваши останутся. Поэтому мы никогда не берем залог, и чтобы LTV у нас был больше там 60%. Иногда можно взять 70%, но это прям все равно high risk. Я рекомендую от 50 до 60%. Это абсолютно безопасный LTV. Вам сама биржа пишет, что это безопасно. Можете почитать, как это именно работает. Еще есть фактор риска тоже. Чем выше фактор риска, тем больше это значение, тем безопаснее ваш займ. Поэтому никогда не берите, вот, допустим, вы внесли там залог на $600, да, на обеспечение $600 там, в биткоине, в эфириуме, либо в альткоинах, и берете там $500. У вас будет очень высокий LTV, и вероятность ликвидации гораздо ближе. Поэтому никогда не берите полностью под все ваше обеспечение займ, потому что это очень опасно. Берите, вот когда как раз таки вот 50-60%, это абсолютно нормальное значение. Вот, вы берете займ под USDT, сейчас 3% ставка, можно посмотреть, что в ближайшие вот один день, за неделю посмотреть. То, что у нас было 3,25, сейчас 3% ставка, то есть она немножко опустилась. Годовая ставка у нас средняя 4,11, по месяцу средняя 3,55. Это ставка, на которую будут начисляться проценты. То есть вы взяли сумму в займ, и на эту сумму будут начисляться проценты. Так как вы берете в займ, биржа тоже должна это заработать, и она начисляет вам проценты, которые вы должны будете уплатить. 3% как бы это небольшое число. В стейкинге мы будем зарабатывать гораздо больше, и за счет этого возникает спред в 7%, который мы с вами можем заработать. Давайте можем посмотреть сведения о займе. Видим, что у меня займ на $500. Уже я, получается, должен бирже 21 цент заплатить за то, что я удерживаю свой займ. И как бы сейчас я покажу свой стейкинг, сколько я там уже заработал и сколько там прибыли. Вот, собственно, и мой стейкинг. У меня тут эти 500 USD, опять же, которые я взял за счет своих активов. У меня там биткоин, эфириум, альткоины какие-то. За счет них я взял залог на $500. И эти $500 я положил в стейкинг. То есть, чтобы эти деньги работали. Активы просто лежат, там идет какая-то волатильность, рынок растет, падает. Но если вы, допустим, активно не торгуете, вы просто покупаете долгосрок, то чтобы активы просто так не лежали, вы берете займ и эти USDT кидаете в стейкинг и зарабатываете на эти USDT. Смотрите, я уже заработал здесь 71 цент. Получается, если мы вычитаем 21 цент с тех, что я должен уплатить, и получается 50 центов чистая прибыль. Берется чистая прибыль за счет того, что у нас 10% бонус, то есть на протяжении 180 дней у нас 10% бонус. Соответственно, там мы 3% платим бирже, а тут мы 10% получаем от биржи. И разница в 7%. Вот, соответственно, так мы и зарабатываем. Если у вас есть просто 500 USDT, то вы можете не брать займ, просто скинуть 500 USDT сюда. Почему именно 500? Потому что именно на 500 USDT применяется ставка 10%. Если выше, то там уже ставка будет совсем другая. Вот, опять же, заходим в вкладочку Earn. Вот, Earn. И здесь можно посмотреть, какие вообще существуют стейкинги. Вот простой Earn. Естественно, видим, что у нас на USDT вот бонус за 108 дней 10%. И вот этот бонус я как раз таки и использую. И таким образом за счет разницы в процентах мы с вами будем зарабатывать. Там мы платим 3%, здесь мы получаем 10%.
Соответственно, 7% разницы. И таким вот простым образом на активы без вложения, потому что мы не покупаем что-то, у нас уже есть активы, если в крипте что-то там делаете, занимаетесь, по-любому есть активы какие-то, там, биток, эфир. И под эти биток, эфир мы просто берем займ, закидываем его сюда и получаем проценты. Да, это небольшая доходность, но, по крайней мере, ваши деньги не просто лежат, они хоть что-то вам приносят, там, какие-то несколько долларов. Я посчитал, за 107 дней это примерно будет 17 долларов, 17,5 долларов, вот, за 107 дней. Да, это немного, но это просто на максимальном пассиве, то есть вы ничего не сделали, вы один раз заняли, положили в стейкинг, все, больше от вас ничего не требуется. Биржа OKX одна из самых надежных бирж, у них резервы подтверждены, ее никогда не взламывали, поэтому этой бирже можно доверять, я давно ей пользуюсь, и как бы тут проблем не будет с выводом, с вводом или потом какими-то взломами, поэтому это абсолютно безопасный вариант, как можно пристроить свои 500 баксов. Поэтому такая вот схема, на телефоне примерно то же самое, я вам на экране покажу, там то же самое, заходите в Earn, заходите в займы, там предоставляете свои активы, перед этим, конечно же, внести депозит, то есть эти активы внести на биржу, потом в займах вы, соответственно, предоставляете ваши активы как займ, далее потом заходите в простой Earn, выбираете USDT и закидываете под 500 баксов под 10%. Можно и меньше, не обязательно 500 баксов, типа сумма, вот эти вот 10%, они начисляются на 500 долларов и меньше, чем 500 долларов. То есть, соответственно, если у вас там 100 долларов, 200, 300 долларов, тоже можно по 10% положить. Доходность просто будет меньше. Я вот максимум положил вот 500 баксов, можно было максимум под 10% доходности. Естественно, 500 баксов я и положил под 10% доходности. Поэтому такая простая схема. Пользуйтесь, пишите в комментариях, если вы ее используете. Пока что она работает в рамках, допустим, биржи OKX. А на других биржах там не такие вкусные доходности, где-то у нас больше выплаты по займу, где-то у нас меньше выплаты со стейкинга, поэтому там не совсем будет получаться 7%, там будет гораздо меньше. А вот на OKX такая схема работает, поэтому вот ближайшие 108 дней это фиксированный бонус, то есть он не меняется, все 10%, 108 дней, поэтому можно пользоваться. Напишите в комментариях, если вам понравилось такое видео и снимать ли больше таких видосов, как можно зарабатывать на медвежке, когда у нас все падает, но при этом фармить какие-то там несколько своих долларов в месяц, даже больше, чем месяц. Ну, в месяц сколько будет плохо выходить? Ну, около 3, наверное, 4 долларов в месяц будет выходить в полном пассиве. Неплохо, неплохо. Поэтому, если вам интересны такие видосы, пишите комментарии, ставьте лайк и не забудьте подписаться. А мы с вами увидимся в следующих видео. Всем пока!